Итак, попробую исполнить сегодня леденцы. Нету голоса, заболела, нет сил больше болеть. Итак, подсмотрела рецепт. Для этого нам понадобится стакан сахара, полстакана воды, джинджер, гранулированный или молотый, обычный кловс. Если нету в пудре, то обычный кловс. Их можно будет растолкать в ступке. Любой хани и 2 мерные ложки лимон. Короче говоря, на плиту ставим обычную кастрюльку, высыпаем в нее сахар, добавляем туда воду и постепенно все ингредиенты даем всему этому закипеть и варить. Добавила туда pure honey 1 tablespoon. Вот я добавляю ginger. Вот я потолкла cloves, но видно, сколько его не толочь, очень трудно добиться такой пудры. Поэтому решила, что я его немножечко профильтрую через ситечко. Ложку лимона добавила. Теперь все это нужно перемешать. Я еще бы добавила сюда немножечко ванильного сахара. Я просто очень люблю ваниль, запах ванили. И можно добавить, ой, у меня какой-то мотылек летает, ух ты. И добавить сюда можно пакетик ванильного сахара. И оставить все это увариваться на открытом огне, на открытой крышке имеется в виду, какое-то время. Если добавить ванильного сахара, целый пакетик, что составляет, по-моему, 10 грамм, да, 10 грамм, можно тогда смело додавить еще лимона, потому что это не будет кислым, и это сбалансирует. Если маленький лимон, то просто жалко. Эта масса вся у меня около часа, даже может чуть-чуть побольше. Задача в том, чтобы она стала вот такая коричневая. И я проверяла ее, капала ее на ложку и клала эту ложку в холодильник, и это застыло у меня уже в леденец. Так у меня ушел примерно час на варку этого сиропа. Признак, что он готов, он стал вот такой коричневый, прозрачный и очень темный, и очень вязкий. Для того, чтобы проверить, что это действительно превратилось в карамель, я капнула на кулинарную бумагу и отправила это в холодильник на 5-6 минут. Это совершенно не липкое. Конфетки абсолютно легко отделяются от бумаги. И можно их попробовать, они вкусненькие, не прилипают к зубам. Это означает, что они готовы. Сироп можно выключить и дать ему несколько минут постоять, чтобы выпустить все пузырьки, которые в нем есть. И можно будет капать их в форму. Очень важно, чтобы леденечек этот был очень твердый, чтобы в нем не было мягкой середины. Он был не липкий. Иначе, когда вы начнете рассасывать конфетки, они будут как, даже не знаю, как тоффи, и будут прилипать к зубам, и это очень неприятно. Нужно уварить этот сироп настолько, чтобы он действительно превратился в застывшем виде в карамель. Когда конфетки налиты и остыли, и подсохли, и так, что они легко отделяются, нужно избавиться от вот этих волосиков, ну, как бы этих сахарных ниток, и пересыпать их сахарной пудрой и смешать. Сейчас я покажу. Обидно, что они из-за сахарной пудры утратят свой этот красивый блеск, но тогда их легче хранить. И можно их сложить в коробку, и они не будут слипаться.